Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей из разных стран, разных континентов. Спасибо большое за ваши комментарии. Вы большая группа поддержки. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы работали уже давно, и с новым узорчиком. Напоминаю, вы берете пряжу любую, узорчики все универсальные. Пробуйте вязать из любой пряжи, потому что один и тот же узорчик из разной пряжи выглядит по-разному. Поэтому вы берете свою пряжу. Самое главное правильно подобрать крючок. Ну, а я в свою очередь рассказываю о ниточках, с которыми сегодня работаю. Это ниточки Yarn Jeans. Это Yarn Jeans, просто другой дизайн. Так, а так это одни и те же ниточки. Итак, смотрите, что это за ниточки. 55% хлопок в составе и 45% полиакрил. Кому интересен цвет, нежно-розовый, номер 18. Дальше смотрим. Получается, в моточке в 50 граммах находится 160 метров. И нам советует производитель брать крючок, смотрите, видите, 3,5 миллиметра. Мы так и сделаем. Берем крючок 3,5 миллиметра. Я данную пряжу вязала таким крючком. В принципе, действительно подходит. Вы точно так же изучаете свою пряжу, подбираете крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 5 петелек. Давайте я наберу 6 раппортов. Это получается 30 воздушных петелек. И еще наберу по одной воздушной петельке по краешкам. Так они будут как кромочные у нас такие петельки. Это получается, я буду набирать 32 воздушные петельки. Ну, а вы набираете, сколько вам будет удобно. Итак, все как всегда. Вначале мы делаем петельку фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. А теперь я набираю 32 воздушные петельки. Поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31, 32. Вот мой будущий образец. Теперь смотрите, что я делаю. Я делаю одну воздушную петельку, отсчитываю от крючка вторую петельку. Раз, два, во вторую петельку ныряю, вытягиваю ниточку и провязываю 2 петельки вместе. Оп, это наш столбик без накида. В следующую петельку цепочки точно так же нырнула, вытянула ниточку, 2 петельки, столбик без накида. И в следующую, и во все последующие петельки цепочки я вот так вот ныряю и каждую петельку провязываю столбиком без накида. Это совсем не сложно. Так? Самое главное, себя контролируйте. Количество столбиков вы должны будете провязать ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. То есть если я набрала 32 воздушные петельки, у меня должно получиться 32 столбика. Ни больше, ни меньше. Понятно, да? Все. И вот так вот шагаете аккуратненько до конца ряда. Договорились? А в конце ряда я вас встречу. Не сложно? Не сложно. Вы справитесь? Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики без накида, все ровненько, аккуратненько. Теперь смотрите, мы делаем 4 петельки подъема. Раз, два, три, 4. Поворот. Теперь будьте внимательны. Эту петельку держим крепко, так. Опускаемся ко второму столбику, ныряем крючком, вытягиваем ниточку, подтягиваем ниточку вот так вот до высоты 4 петелек, тоже держим на крючке вместе. Раз, считаем. Опять нырнули в следующий столбик, вытянули ниточку. 2. Держим все вместе крепко. В третий столбик нырнули, вытянули ниточку. 3. Держим. В четвертый нырнули, вытянули ниточку. 4. Держим. И в пятый столбик нырнули, вытянули ниточку, подтянули, все держим вместе. Теперь ваша задача провязать 5 петелек. Смотрите, захватываем ниточку и все 5 петелек вместе провязываем. Раз. И у нас на крючке остаются 2 петельки. Теперь эти 2 петельки вместе провязываем и считаем. 1. Угу. Дальше смотрите, что будем делать. Обратно возвращаемся по нашим петелькам. Раз, два, 3, 4, 5. Захватили ниточку и опять протягиваем ниточку через все петельки. 2 петельки на крючке. Провязываем их вместе. Считаем 2. Точно так же возвращаемся третий раз. Все наши 5 петелек. Захватываем ниточку, вытягиваем, провязываем вместе. 3.
Точно так же, смотрите, опять возвращаемся. 4-й раз вытягиваем ниточку, считаем 4. И точно так же последний 5-й раз возвращаемся, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки вместе, 5. Угу. Как вам картина? Вот такая вот интересная восьмерочка получается. И несложно, да? Давайте дальше. Точно так же держите, получается, петельку на крючке, опускаемся в 5 следующих столбиков и вытягиваем петельки. Раз, потянули, держим на крючке. 2, потянули, держим на крючке. 3, потянули, держим на крючке. 4, потянули, держим на крючке. И 5. Угу. Смотрите, точно так же опять возвращаемся, 5 петелек провязываем. Теперь 2 петельки провязали вместе. Оп. Считаем 1. Теперь возвращаемся обратно по нашим петелькам. Считаем для себя, контролируем 5 петелек. Вернулись 2. Точно так же. 1, 2, 3, 4, 5. Вернулись 3. Точно так же. 1, 2, 3, 4, 5. Вернулись 4. И последний 5-й раз. 1, 2, 3, 4, 5. Вернулись 5. Еще одна вот такая вот восьмерочка получается, да? Ну, назовем восьмерочка. Вот такие интересные получаются восьмерочки у вас. И вот так вот вы шагаете до конца ряда. Понятно? По 5 петелек вытягиваете и провязываете их вместе. 5 петелек провязали. 5 петелек провязали. Я думаю, что несложно, вы справитесь. Давайте до конца ряда самостоятельно, а в конце ряда я вас встречу. Угу. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наши восьмерочки. Все ровненько, аккуратненько. Как мы заканчиваем наш ряд? Вот у нас, получается, остался последний столбик. Делаем накид, ныряем в этот столбик, вытягиваем ниточку. Теперь смотрите, как провязываем. Вначале 1 петелька, потом 2 петельки и 2 петельки. Угу. Ну, чтобы выровнять высоту нашего ряда. Далее воздушная петелька, поворот. И сюда же, в этот же столбик мы ныряем и провязываем столбик без накида. А дальше смотрите, вот мы идем по нашим верхушечкам наших столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И провязываем столбиками без накида. 1, следующий столбик, 2, следующий столбик, 3, следующий столбик, 4. И вот такая вот как бы арочка у нас между восьмерочками, да? В нее ныряем, 5. Дальше точно так же. Опять шагаем по верхушкам столбиков. 1, 2, 3, 4. И опять верхушка столбика, да? 5. Все. И вот так вот шагаем до конца ряда. Скажите, несложно? Угу. Все, давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Вообще не сложно. Целый ряд одними столбиками без накида. Так, смотрите, вот какая красота по итогу у нас получается. Все ровненько, аккуратненько. Как мы заканчиваем ряд? Помните, мы сделали 4 петельки подъема. Вот в последнюю, получается, петельку я ныряю, вытягиваю ниточку. И смотрите, я здесь хочу присоединить новый цвет. Вы можете присоединять, можете не присоединять на ваше усмотрение. Но последние 2 петельки последнего столбика я буду провязывать, ну, допустим, вот беленькой ниточкой. Итак, 2 петельки провязала. И получается, у меня ряд закончился розовой, но в процессе вязания уже появилась беленькая. Здорово, да? Итак, для начала 4 петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Подтянули розовую ниточку. Поворот. Теперь смотрите. Точно так же буду провязывать, как самый первый ряд. Единственный, какой нюанс будет. Я буду делать это в шахматном порядке. Смотрите, нырнула в первый столбик, вытянула ниточку. Подтянула до уровня высоты 4 петелек, держу на крючке. 1, следующий, 2, следующий, 3. И на этом стоп. Потому что, смотрите, сейчас будем провязывать 3 петельки и опять 2 петельки. 1, провязали. Опять возвращаемся. 1, 2, 3. Захватили ниточку. 2, провязали столбик, да, без накида. И вернулись 3 раз. Сколько петелек, столько столбиков. 3. Есть. Дальше продолжаем. Следующий столбик. Вытягиваем петельку. 1. Точно так же, как в первом ряду. 2.
3, 4, 5. Все вместе опять провязали до 2 петелек, 2 петельки вместе. Раз. Опять возвращаемся точно так же. 2. Опять возвращаемся. 3. Еще раз 4. И еще раз 5. Смотрите по итогу. Точно такая же восьмерочка, да? Здесь получается у нас половинка такой восьмерочки получилась. Здесь полноценная, точно так же из 5 петелек. Все, и так далее вы точно так же шагаете. Следующие 5 столбиков. Раз, два, три. То есть центрально у вас будет вот такой вот арочки, да, которая у нас была. 3, 4, 5. Опять раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. Поняли, да? Все. И они у вас получатся в шахматном порядке. Давайте самостоятельно до конца ряда, и в конце ряда я вас встречу. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, опять наши восьмерочки готовы. И мы начинали ряд 3 петельками и закончили ряд 3 петельками, то есть половинка восьмерки. Дальше накид и в последний столбик предыдущего ряда ныряем и провязываем, смотрите. 1 петелька, 2, 2. Выравниваем высоту нашего ряда. Угу. Опять делаем воздушную петельку, поворот. Сюда же в этот же столбик провязываем столбик без накида. И дальше точно так же пошли. Количество столбиков и точно такое же количество наших столбиков без накида. Раз, 2, 3. Первые, да? Потом по 5 идут. Раз, столбик без накида. 2, 3, 4 и 5. Угу. Все точно так же, как мы с вами делали в предыдущем ряду, ничего сложного. Все, и вот так вот шагаете до конца ряда, а в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот наши столбики готовы, все ровненько, аккуратненько. И как мы заканчиваем ряд? Последние наши петельки подъема, ныряем в последнюю петельку, вытягиваем ниточку, и опять я переключаюсь на первую ниточку, на розовую. Вы можете переключаться на третий цвет, вы можете провязывать просто одной ниточкой, то есть на ваше усмотрение. То есть как вам удобно, так и делайте. Итак, последние 2 петельки провязываю розовой ниточкой. Сильно розовую не затягиваю, иначе вот так вот зажулькается край. Понятно? То есть я беленькую подтянуть могу, а розовую нет. Все, делаю 4 петельки подъема. Раз, два, три, 4. И далее я продолжаю вязать точно так же, как свой первый ряд. То есть розовый у меня будет повторять розовый ряд. Потом переключусь на беленький, беленькую ниточку, будет повторять беленький ряд. То есть все то же самое. Понятно? То есть сам по себе узорчик 2 ряда. Вначале мы делаем 5 петелек, собираем вот такую восьмерочку. Потом возвращаемся столбиками без накида. Следующий ряд точно такой же, просто мы его немножко сместили. Все, никаких особенностей, никаких сложностей. Все, 2 ряда, да, а получается по итогу вертикальный раппорт 4 ряда. Раз, два, три, 4. Потом 5. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. И так далее. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Получится очень нежная красота. Угу. Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такая красота по итогу получается. Как вам? Лицевая сторона, изнаночка. Ну, изнаночку видно, да, что она изнаночная, поэтому как бы изделие, конечно, не перевернете, но в любом случае ровненько, аккуратненько, да. Что это может быть? Конечно, топики, маечки, смотря с какой пряжи вы будете делать, да. Это могут быть пледики, это могут быть кофточки, кардиганчики, шарфики, снудики однозначно, да. Берите ниточки потоньше, летние вещи будут. Берите ниточки средней толщины, да, вот как хлопок, акрил. Я думала, будет колом стоять. Почему-то мне казалось, что будет очень плотно. А он, смотрите, нет, мягенько. Видите? Очень мягенько. Так что красота. Как вам? Узорчик, конечно, не новый. Узорчику, конечно, миллион лет. Так что ничего такого новенького, но захотелось именно в копилочку новичков и такой узорчик добавить. Угу. Напоминаю, что вы вяжете любыми ниточками, в том плане, что может быть у вас также полосочки, могут быть вообще просто одним цельным полотном, может быть секционная пряжа, может быть меланжевая пряжа. То есть пробуйте, экспериментируйте, вы большие дизайнеры. Что, давайте красоту замерим, да? Я сегодня, получается, набирала 32 воздушные петельки. Ну, допустим, моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания. В моем случае получается, смотрите, вот 16,5 сантиметров точно, ну вот 16, может быть и 6, 16,7. Так? А тут получается каждый цвет 2 ряда.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Здорово? Ну и первым, получается, набирали 15. Так, это у нас, ну, практически 13 сантиметров. Там 12,8, возможно, да? Смотрите, как узорчик тянется именно из моих ниточек. Вот так вот он чуть-чуть тянется. Вот так чуть побольше тянется. Пробуйте из своей пряжи. Может тянуться, может совсем не тянуться. Угу. Разная пряжа, и узорчик смотрится по-разному. Как вам? Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал. Делитесь с друзьями, с подружками. Нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новинках на канале. Сохраняйте себе в плейлисты. Смотрите в свободное время. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.